Так, все, мы в эфире. Задержки вроде нет. Я хожу Пока по... даже уведомление не пришло. Ну, то зайди на канал. Попробуй, уже должно появиться. Задержка минимальная. Оно как бы должно, но не обязано. О, наконец-то. Так, ну, начинаем. У тебя уже появилось это выбор раздела у меня. Угу. Ну все, я, в принципе, у себя смотрю нормально. Так, ну, поехали. Девушка на улице. Первый эпизод. Ты идешь по улице, и тут твой взгляд привлекает девушка. Можешь ли ты остановить ее, вовлечь в разговор и сделать так, чтобы она захотела увидеть тебя снова? Ну, поехали. Задержка очень большая. Видео пошло? Угу. И уже вариант ответов, да? Нет. Ладно. Так, ну, пока я тогда начну, а ты как раз присоединишься, увидишь это чуть-чуть позже. Так, варианты ответов. А. Подойти спереди. Б. Подойти спереди и немного сбоку. С. Притвориться слепым. Д. Идти рядом. Е. Восхищенно свистнуть. Ф. Йоу, девчуля, как дела? Так, ну... Что вообще за варианты? Варианты интересные. Так, ну, я думаю, первое знакомство на улице, да, с девушкой. Я думаю, стоит подойти спереди и немного сбоку. Вот. Ну да. А вы какой вариант выбрали? Я, в принципе, солидарна. Можно было бы еще и А. Ну, давай вариант Б. Excuse me, just want to ask you something really I'm quick. busy. That failed because Fail. you made it Знакомство too не easy далось. for her to just walk past you and brush you off too close to the side. It means that she will likely do that as a reflex, like 90% of the time. Так, значит, первый фейл. Ладно. Подойти спереди. Надо быть повнимательнее. That's correct. When you stop a girl Да, on the совершенно street, you верно. need to be directly in front of her and also leave enough space so that she can slow down and comfortably stop. Читать я, правда, не успеваю за ним, что он говорит. Так. Дальше вариант ответа. Я видел тебя и решил сказать, что ты выглядишь очень элегантно. У тебя есть минутка? Мы, кажется, встречались на занятиях по йоге. Ты очень красивая, я хочу тебя. Мы учились в одном университете. Так. Так. Я увидел тебя и решил сказать, что ты выглядишь очень... Нет, я думаю, не стоит сразу комплименты и отвешивать. Мы учились в одном университете. Это странно. А ты бы что выбрала? Мне кажется, что здесь лучше спросить, у тебя есть минутка? Я полагаю, она остановится, может, и пройдет либо дальше. Ну, мне кажется, нет. Давай Е вариант. Ну, выбирай. Correct me if I'm wrong, but didn't you used to go to this college over here? I'm sure I recognize you. Yeah, actually. Yeah, I was sure. What was it, drama class? I did take drama? I don't remember you. I knew it. I knew you looked familiar. How long ago? What was it? I don't know, 6 years or something, right? Not for me, but it's cool we had both took drama.
This is okay. You can say Это things неплохо. like, you're from my yoga class, you're from my college. Might be okay. Not bad. So what's your plans for today? I'm actually going to the park to feed the Yeah. squirrels with my friend. What? Feed squirrels? Yeah. And ducks or squirrels? No, just the squirrels. These we, little guys, yeah? Yeah, we got them to be our friends. What do you sort feed them? Like hot dogs? of. Almonds? Almonds? Yeah. That's their favourite, is it? It seems to be. That's nice. Well, they're really cute, aren't they? They are very cute. You Yeah, like it's animals? fun. I do. Nice. Yeah. That Mm. sounds fun, actually. I never thought of that. But buy some almonds, go feed the squirrels. You should try it sometime. Okay. And what are you doing today? Так. Вариант А. Задавать такие вопросы, чтобы говорила преимущественно она. Б. Ты такая красивая, я хочу тебя поцеловать. Наклониться для поцелуя. С. Говорить преимущественно самому. Вариант А. Я думаю, задавать такие вопросы, чтобы говорила она. Как считаете? Да, тоже так считаю. Все. Do you live local around here somewhere? Yeah. That's nice. And do you spend a lot of time in this area? I do, yeah. There's a nice coffee shop just down there. Have you been there? I have, but I'm going to meet a friend actually, so I need to go. Okay, what's her name? Is it a he or a she, actually? In the beginning, the girl actually shouldn't do most of the talking, so you don't want to ask a bunch of questions. You want to make statements and do most of the talking yourself. Ну, значит, опять какой-то фейл. Ну, вообще-то, учитывая, какие он вопросы задал, это максимально странно, особенно последнее. Ну, значит, вариант С, ну, 100%, ну, не Б. Говорить преимущественно маму. Ну, как он и I сказал. was Да. just walking, there's a nice park down there, and then I'm going to meet some friends, but I've got like 40 minutes, and that's why when I saw you, and I thought you looked friendly, so that's why I came over and said hi. Okay. In the early stages of an interaction, you actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. We might hire some bikes and go riding around the park. There's like a nice spot where they rent out bikes and it's on the lake. And all like Yeah, that. but you ride bikes in that? Well, I'm English. You know what we do, like the penny farthing and the suit on and Okay. sitting really up straight. That's very No, fancy for bikes. I will change. I will Okay. change, yeah. Так, секундочку. Сейчас назад главное меню. Надо выйти. Звук чуть-чуть погромче, наверное, сделать. Хотя, нет. На стриме хороший звук или не нужно ничего менять? А я вообще не слушаю. Ага. Ладно тогда. Так. Так, посмотрим. Рассмотреть ее серьги, чтобы дотронуться до нее. Так, ну что-то не очень. Начать трогать себя, чтобы завести ее. Кошмар. Интересно, кто это придумывал? Не знаю. Найти повод, чтобы снять рубашку и продемонстрировать свои мускулы. Спросить, чем она занимается, потому что выглядит креативно. И спросить ее совета насчет стрижки. Но ей точно нет. Мне кажется, вариант Д. Согласна, самый адекватный. And tell me what you do, because you look a bit artistic. Well, I actually work in nonprofit. Non-profit. Вроде как и Yeah. комплимент. I like making profit, so that's... И вроде I'm как joking, I'm joking. и I такой work in вопрос. IT, but Okay. no, that's cool. So you're not so focused on money, you like doing good things. Yeah. That's cool. Thanks. I'm focused on money. No, That's fair. because IT can be creative too, so... Sure. Yeah. Asking what someone does is that kind of usual question that we always ask, but in this case, you want to make a guess, make an assumption. It makes it a little bit more interesting. And if you choose something to do with fashion or art, it's always a compliment for a woman because it kind of says that she has style. Так, ну вроде прошли нормально сразу. Так, следующий. Ты замужем? Спросить, как ее зовут. Ответить, что тебя зовут так же.
Типа Женя и Женя, да? Типа Евгений и Евгения, что-то в этом духе. Представиться, заглянуть ей под юбку. Вариант Д. Он беспроигрышный. Как считаешь? Надежда? Сейчас, секунду, что-то тут с наушниками. Так, мне кажется, что все-таки для начала надо представить. Ну, а если заглянуть ей под юбку сразу? Да, очень смешно. Ну, а что будет в этом случае, если я загляну ей под юбку? Я думаю, если он не хочет пощечину или пойти на 3 веселых буквы, то все-таки лучше представиться. Ну, а имя ее узнать разве не нужно? И по, Ну, корректно и по приколу, представиться да. сначала самому. И по приколу сказать, что просто тебе так же звать, не? А если ее зовут Катя, он также скажет. Нет, ну да, это глупо. Ну, давай тогда представиться. My name is Richard, by the way. Hey, nice to meet you. And your name? Alexa. It's good that you have a name. I was just Алекса. waiting for it a while, but it's good that you have one. Thanks. Rather than just asking her name, you can always introduce yourself. It's a little bit different to Ну, what в most guys принципе, да, do, верно. and it's a positive difference. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. That's a I work a shame. lot, so when I'm not working, I like to be outside. Yeah. I try to be outdoors as much as possible. I actually bike where you mentioned. Okay. Yeah, I just try to be So outdoors. you're one of these active people that's always doing stuff, Yeah, it's hard for me to stay sitting down. not couch potato. Well, every now and then, but in Чего general, навыска? no, more active than down. I'm kind of semi-active. Yeah. Like I do some active stuff, but actually I prefer it when, someone else plans everything and they're like, come to this, and I always say yes. Okay, But given the choice, I often just chill at home. I that's like fair. chilling. Так, секундочку. Секундочку, одну. Какие могут быть варианты ответа? Могут быть варианты ответа. Как-то эти варианты выглядят слишком напористо, что ли, я не знаю. По-моему, первый самый нормальный. Так, ну, попросить номер телефона. Слушай, мне нужно встретиться с друзьями, но я хотел бы увидеться с тобой снова. Ставишь мне свой номер. Заинтересовать ее одним из своих хобби. Мне нравится, как ты непринужденно выглядишь. Ненавижу, когда девушки стараются выглядеть слишком хорошо. Так, но это точно нет. Мне кажется, вариант Б. Более такой адекватный здесь. Звучит как-то ультимативно, но смотри сам. Ну, то есть сразу не говорить, что дай мне свой номер телефона, я там... Ну, это получается, как он начинает бегать за ней. Думаю, не стоит. Нужно просто сказать, что у тебя свои дела, ну, я бы тебе позвоню при возможности. Возможно. Вариант Б. Okay, listen, like I said, I'm meeting those friends, but why don't you give me your number and we can keep in touch, maybe meet Yeah, sometime. sure. Просто так показалось, что Cool. ты спешишь, и сразу быстро у нее Have номер fun. взять. You too, see ya. Вот. Номер есть. Well done, you got a fake number. Not good enough. Ложный номер? Прикинь, нет. Может быть и такое. Ну, давай попробуем заинтересовать ее одним из своих хобби. Have you ever tried climbing? Like on these walls? And, I've heard of it. things. I've always wanted to, but I haven't yet. it's very cool. We've got some place that we go to. I've only been like 4 times, but it's really fun. Very good exercise and just really cool. So you should definitely try it. Yeah, I would like to.
When you're speaking to girls, it's good to be passionate about something, and a good choice is something you love Ну to do, да. a hobby. Now, why don't you see if you can go out and sell someone on it, make it so that they're smiling like, yeah, I'd like to do that. That sounds great. So it's the right option in this case. Okay, so you said you like biking and rock climbing. Yeah. Any other outdoor Нет, но в таком activities? случае Yeah, loads of это stuff. максимально Racket странно. Они встретились sports, вообще Like tennis? случайно на улице, yeah, два tennis, and незнакомых also squash. человека, You know what а squash он is? вместо того, чтобы That's взять the номер и English встретиться thing? потом I в don't более know much нормальной, else. комфортной Invented in England, обстановке, obviously, but стоит I think they посреди play it улицы, everywhere. рассказывает про свое хобби. It's like when Да, you're но вот ты usually видишь, inside тут был and you've ответ, она got дала a wall like in ложный front, номер to the sides телефона. and in the back, and you can Okay. hit the ball like anywhere. And Но I ложный think it's номер, the best потому что ему exercise. You're на данный constantly момент running друзья and оказались Yeah. That sounds важнее, very cool. чем kind она, of dangerous, например, but учитывая, что это No, он it's ее fine, it's fine. остановил. The ball is Здесь only я еще like могу that big, логику so even вещей if it понять, hits you, it's not too но bad. про хобби Okay. нет. You can And smash each other Ну with ладно. the rackets, but rarely happens. hmm. You should And try it. I might sometime. You said you work in IT? Так, что-то она спросила, IT или нет. Сказать, что ты модель нижнего белья. Потом постараться потрогать ее попку. Класс, да? Вот этот вариант для нас. Так, программист, увлеченно рассказать про это. Программист, но тебе очень скучно и тебе не нравится. Программист, но перевести разговор на философию жизни. Сказать, что ты крутой, что ты рекрутер моделей. Да нет, точно нет. Ну, наверное, вариант Б. Опять. Или что? Или С. Ну, мне кажется, Б, что тебе не скучно, надо сказать. Ну, или первый вариант. Первый вариант вообще отпадный. Что отпадного? Ну, сказать, что ты модель нижнего белья, а потом постараться потрогать ее попку. Это сразу в ЧС, да? Угу. Так, ну, вариант Б. Yeah, I work in IT, and actually, I love my job. I think that, people think IT is boring, but at the moment, it's like the most exciting field, right, to work in. There's so many cool companies. I really love my job. So happy to go to work every day, and yeah, it's fascinating for me. That's great. If you have a job and you think it's boring, that's not important. The thing that you need to do is show that you have passion for something. If you do like your job, even if you think Правильный people are вариант not был. interested, speak passionately about it, and you can get them to buy in, feel at least the emotion, even if they don't understand it that well. So, Ну, то есть показать, don't что чем worry ты about занимаешься, being тебе это boring, нравится. worry Вот. about how you tell others about it, and hope that your emotion will be contagious. So do you always stop girls in the street? Ты часто останавливаешь девушек на улице? Вообще-то довольно часто. Нет, конечно, нет, никогда. Не слишком часто, но когда мне нравится кто-то и одинок, то почему бы и нет. И вариант Д. Только если они выглядят так, как будто очень хотят быть оттраханными. Хороший вариант, да? Ну, наверное, не стоит. Главное, еще спрашиваешь, наверное. Конечно. Тогда вариант С. Да. No, not often at all, but I think when I'm single, when I like the look of someone, I figure why not start a conversation, because you never know what will happen. Yeah. Could become friends, could date, or just have a nice interaction. Why not, right? Definitely. This is the right choice because actually it's honest and it's disarmingly honest. So it's going to take her back a little bit. Mission It's going to also complete. show that you're telling the truth, that she can trust you, and show that you're confident enough to say that instead of making up some rubbish. So it's the right choice. Well done. Угу. Вариант А. Послушай, у меня есть пара минут. Почему бы нам не выпить кофе? Вариант С. Оставить ей свой номер. Вариант Б. Послушай, мне надо встретиться с друзьями, но я хотел бы увидеться с тобой еще. Какой у тебя номер? И Д. Слушай, я живу недалеко, и вся квартира в моем распоряжении. Надо сразу пригласить ее. А там дальше дело будет видно. Ну, блин. Это интересно.
Ну, блин, первое такое знакомство, тоже приглашать ее домой, наверное, не стоит. Вдруг она какая-нибудь воровка там, или наркоманка. Учитывая, какие он предлагает фразы, я бы поспорила, кто тут наркоман. Оставить ей свой номер, но вряд ли она наберет. Кофе сразу попить. Может, она спешит, наверное, тоже. Знаешь, она шла куда-то. И пару вот минут по языками полязгали, и все. Наверное, Ну, Б. это звучит некрасиво. М? Это звучит некрасиво. У меня есть пара минут, если не уложимся, до свидания. Да, Нет, да. у меня есть пару... Да. Тогда вариант Б. Взять номер у него, просто телефон. Listen, I need to meet some friends, but why don't you give me your number and we'll keep in touch and Yeah. find a time to meet? Sure, that'd be great. Вроде свои хобби всех рассказал. You did pretty well. You didn't get the very best result, which meant that you made a few decisions that weren't quite ideal, but you did enough to get the result and see the goal again. You got the number, so well done. Так, номер есть, хорошо. That's Результат correct. When you Казанова. stop a girl on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough space so that she can slow down and comfortably stop. Ну вот первый вопрос, да. This is okay. You can say За things пароли. like, you're from my yoga class, you're from my college. Might be okay, not bad. Vторой нормально. In the early stages of an interaction, you actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. Asking what someone does is that kind of usual question that we always ask, but in this case, you want to make a guess, make an assumption. It В makes принципе, it a можно little bit переходить на more следующий уровень. interesting. Мгм. Лаунж-зона. Как ты растопишь лед? Вот тут уже будет интереснее. Так, вариант А. Спросить, вряд ли они тебе при отрицательном ответе спросить, почему нет. Б. Сказать, что ты знал ее, вы учились вместе. Что-то про учебу тут уже этих ответов много. Пока нет. Вариант С. Спросить, знают ли они, что тебе нравится у девушки. Ответ будет твой член, показать его. Жесть. Прикинь, приходишь, там сидят две девушки, да, в каком-то там, ну, кафе, там, клубе, да, или что-нибудь. Приходишь и вываливаешь им сразу на стол. Это отвратительно. Так, вариант Д. Незаметно подкрасться из-за дивана и напугать их. Но я думаю, нет. Е. Попросить помочь с выбором подарка для подруги. Кстати, как вариант. Вариант Е. Да, по-моему, самый нормальный. Потому что, ну, учились, опять там узнают, что учились, я думаю, ну, что-то как-то нет. В таком месте, я думаю, ну, про подарок можно что-то спросить. Давай Е. Почему нет нормального варианта? Просто подойти и познакомиться, спросить. Yes, okay, good. Right, what it is tomorrow's my best friend's birthday, and she's a girl, and she looks kind of similar to you, kind of stylish and stuff. And she loves fashion, so I want to get her something, like something to do, like jewelry or clothes, stuff. You want to buy her a present? Yeah, I want to get her a present. She's just a friend, but I want to Ну, get то her есть, something если really cool. даже подойдешь так вот What do you think? к девушкам где-то в ресторане, Maybe ты you и can задашь give этот her вопрос, coupon, like a gift card. значит, Yes. именно к ним подошел, значит, ну, они шарят в этом. Yeah, I don't Это, know. наверное, тоже Depends on комплимент. what she likes. Yeah, she likes clothes and stuff. Yeah, so maybe the gift card would work for her. This is the kind of PUA opinion opener. It's very good in that it Да, will это often прекрасный get вариант. you into a conversation. So it's a good choice here. It's pretty much Хорошее guaranteed to начало. work. So if you have something like this for real, or if you want to
use the one in this clip, then it will actually work in the bars. Good choice. Для бара, да. Поблагодарить за совет и узнать, как их зовут. Углубиться в тему разговора. Я думаю, углубляться не надо в тему разговора, потому что они подумают, что только будешь о подарках говорить. Вариант А. Так и есть. Познакомиться, то есть как-то. Oh, that's great advice. Thank you very much. No I problem. think she'll like that, yeah. So my name's Richard, by the way. Nice to meet you. Oh, that's a nice name. Oh, thank you. That's a good name too. I'm Richard. That's a nice name. Вторая подруга какая-то мертвая. Yeah, it was a like old English name from Oh, yeah? Которая things Аня. and stuff. Да. Oh, yeah. That's correct, because you know I've trained guys all over the world. Она, походу, уже угашенная. Getting into these kind of present openers, opinion openers, and staying Просто on that скромная. subject for 5 minutes until it dies out, and then Но у they нее have to взгляд get такой, out как будто of она it. So it's very это important обкурилась. to transition quickly, and a nice way to do it is just to introduce yourself and get their names. So how do you know each other? From school. From school? Yeah, like university. University. Yeah, college. Not school like 5 No, no, years no, old. no. Okay. And so you were in the same class or something, yeah? No, we studied different classes. Okay, let me guess. So I think that you studied fashion and I think you studied drama. Is that exactly right? No, opposite. The opposite. So Oh, you studied opposite. fashion and she studied drama. No. I studied economics. Yeah, I studied business. Okay. Yeah, so it's has nothing to do with drama and fashion. Бизнесвумен. Not really. Так. Связать это с бизнесом между ее ног. Супер. Жесть. Похвалить ее за выбор тяжелых предметов. С. Углубиться в тему с девушками, которые тебе симпатично. Спросить ее про любимые дисциплины. Д. Обвинить их матери... Короче, хрен прочитаешь. Предположить, что мир был бы лучше без денег. Начать петь. Ну, вариант Д точно нет. Это, ну, как нищеброд какой-то. Так, Е. Сказать, что это мило и проще, что настоящие правильные дисциплины, как математика и физика. Так. По-моему, Б самый нормальный. Ну, мне первый еще нравится. Бизнес Кто бы сомневался. между ее ног. Так, ну и вот, тему углубиться в тему. Ну это получается, да, с одной общаться, а другой типа кинуть. Нельзя так. Вот. Наверное, комплимент, скорее всего. Похвалить. I like that, you know, because a lot of people they do like, I don't know, Вариант- Я думала, это simple, easy subject. Нет, вариант Б. but doing business is really Да. nice. I like it. Yeah, but it's kind of common thing to do in here. Yeah? I think so. What? So you think a lot of girls in this bar study business? No. I don't think so. I think they study Instagram. Oh, right. Yeah. Maybe, I don't know. Wait, did you do well at university? You got good grades? Yeah, it was fine. Yeah, it's cool. Well done. You'll notice that in the interactions we want to balance validation, you know, saying well done, making the girl feel good, Поощрение, with да, things ну, that то are есть teasy комплимент. or challenging. And in this case, Такое извне. it's something that they've worked hard on, it's an achievement. So why not say well done, you know, and give them some validation there for that. So how long have you guys known each other? For so long. Yeah, 42 years? No, 7 years. Something. Yeah. Yeah, I like didn't, that. you look very young. I'm Oh, only thank joking. you. Relief. And you know what? I would guess that she's like the crazy one, yeah? And I think you're the sensible one. So she's getting drunk and you're like, look, chill, come on, let me get you home. Is that right? I little bit. Ну вот вторая sometimes, позитивная yeah. девушка, улыбается, все замечательно. Don't be shy. can go And she's the crazy. shy one as well. That's cool. Yeah, she is. Она стеснительная, видишь, да, она Nice. сказала. And who's the one who who gives good advice out of you two? Or who's the one who has problems and then who's the one that gives advice? We're girls. We always have problems. Of course, yeah. We're both, like, I think she's more. Yeah? Yeah. All right, cool.
Maybe, I don't know. Yeah, let's say we're equal, kind of. Mm-hmm. Провести тест лучших подруг. Я не знаю, что это за тест. Пока подумаем. Спросить, кто из них лидер их отношений. Ну, тоже что-то не очень. С. Посмотреть на девушку, которая тебе нравится, и сказать, что у нее самые прекрасные глаза. Вариант Д. Попросить подругу оставить вас ненадолго. По-моему, А. А ты знаешь, что это за тест лучших подруг? Да это обычные вопросы. Знает ли каждая из вас, что любит, например, другая, где живет, там какой номер квартиры? Ну, давай попробуем. And have you two ever done the best friends test? Have you done it? No? No? Alright, let's do it right now. You ready? Yeah. What shampoo do you use? There we go. You don't even need to tell me. You've already passed the best friends test because best friends, they communicate unconsciously. So when you ask people, yeah, if people are very good, you just did it again. So if people are really good friends, they always kind of look and then, you know, give the answer if someone asks them something. And if you weren't good friends, you just answer directly. But it's like you're communicating something. Yeah, there you go. There you go again. Because just by the look in the eyes, you communicate so much when you know each other very well. I've never paid attention on this. Yeah, pay attention. Wow, Yeah, it's yeah. definitely true. Maybe I would do this kind of test. Yeah, try it. There you go again. Yeah. Stop counting. Ну, в общем, он их тестом этим развеселил. Нормально. This will work. It's a famous PUA routine. If you learn it, it's something you can go out and use in the bars and clubs. I've seen it work all over the world, and so you can do it. It's just a routine, so it's a bit, it's a bit lame in some ways to have something prepared. But if you want to guarantee having conversations with girls, then learning a few of these things is a nice way to get your social skills up and get comfortable talking to beautiful women because they are very engaging. So what were you doing before you came here? We went for dinner. Dinner, nice. Where'd you go? Italian? Or... No. We had some fast food. Yeah, like burgers and fries. Рассказать про свой день, варианта Б. Игриво заметить, что по ним нельзя сказать, что они любят фастфуд. Но это уже комплимент какой-то будет. С. Сказать, что ты тоже не следишь за фигурой. Вот это уже как оскорбление будет. Вариант Д. Рассказать про то, что ты веган, и попытаться склонить их к веганству. Не. Вариант Е. Сказать, что с одной стороны это плохо, но с другой она сует себе в рот все подряд. Капец. Так. Ну, я думаю, вариант Б. Согласна. Но это как бы комплимент будет, да? Потому что они сказали, что они вот это жрать любят, этот фастфуд, да? Угу. Вот. Ну, ладно. You know what? I do find that a little incongruent. You girls in your nice dresses, looking all fancy, and then you're just like eating burgers. Yeah, maybe. Yeah, maybe it feels a little bit weird, but It's okay once in a while, though, right? yeah. This is perfect. It's something that is very safe to tease about. It's not their favorite thing in life. It's something that they know they shouldn't do. So it's a nice thing to tease a girl about. Так. Вариант А. Сфокусироваться на девушке, которая тебе нравится. Игнорировать ее подругу. Вариант Б. Уделять ровное внимание обеим девушкам. С. Уделять немного больше внимания девушке, которая тебе нравится. Вот мне кажется, вариант С больше. Этот вообще классно будет. Потому что одно если проигнорировать, там она обидится, или ее заберет, или уйдет. Вот. Чисто на одну переключиться, ну вот это не подходит. А двоим тоже, значит, внимание уделять. Они подумают, что ты, просто пообщаться, а не с какой-то целью. А цель должна быть, правильно?
Но, как сказать, первое знакомство прошло только несколько минут. Мне кажется, что все-таки Б. Обеим девушкам? Угу. Ну, я с твоего позволения нажму ответ С. Пожалуйста. Perfect, because it's a tough Одной balance, right? Because you чуть-чуть like one of the больше. girls, but you don't want the other one to get bored. So that's exactly what you want to do. You want to give more attention to the girl that you're Просто more чуть больше interested внимания in, одной. but make sure that the other one is happy and likes you, but that she also knows that that's the one that you like. So what do you chicas like to do in your spare Вроде time? нормально. How about you, Anya? I like to dance. You're a dance? Oh, don't say that about yourself. What did you say? I like to dance. Ah, dancing. Yeah, Yeah. nice. Okay. What else? And I go to the gym a lot. All right, cool. And how about you? Oh, I have some. Танцует, короче, и в спортзал ходит. I watch Понятно. movies. I'm crazy about TV shows. I'm like Yeah. a freak. I don't know. Yeah, I was gonna say. And I also like love playing with my dog. Но она сказала, что любит играть с собакой. Ладно. А, уточнить, имеет ли она в виду подыграть секс с собакой? Кайф. Б. Сказать что-то милое, и что люди с домашними животными более заботливые. Вариант С. Сказать, что тебе нравятся собачьи бои. Это жестко, совсем брутально. Вариант Д. Сказать, что у тебя есть рыбки. Но это по приколу будет, да? По-моему, про рыбок как раз-таки. А вариант А. Секс с собакой. Да, именно. Либо вариант, ну это либо вариант Б, либо Д. Ну тогда, типа, я скажу, люди с домашним животным более заботливы, а второй нету, да, и второй будет обидно. Да, тогда не надо. Тогда лучше сказать, что у тебя есть рыбки. Угу. So you have a dog? Yeah, that's cool. I never had a dog. I had a cat, they ran away. But anyway, now I've got fish. Oh, Got an aquarium. And in there, I don't know, I've got 24 fish. wow. Some of them are like the plenty. schooling fish, where you have a few the same. And then I've got 2 of the clownfish, Finding Nemo. And then I've got 3 of the blue tang, like the blue ones. And they're really fast. They just race around. And they do this game where they take bubble from the top, bring it down, let it go, and then How they lovely. go around. And I feed them like 3 times a day, but it's automatic. It has this Okay. feeder, one with pellets and then one with flakes. That's very So- interesting. Yeah, you know, tell I me know, more. right? Well, yeah, of course. So I've got some other fish. Actually, I might change the name. One can be called Anya. Oh, and one- actually, wait. Насчет рыбок, кстати, такой нормальный вариант был, потому что можно потом пригласить какую-нибудь из барышней к себе Well, you're like домой и this, показать yeah, рыбок, right? да, Okay, под we предлогом. can talk about something else. Okay. Звучит This максимально is a странно. rejection Ну, of her offer. интересно же. Is, impro terminology from acting. Basically, she put out a subject. You know, you can go deeper into it, connect on it, talk about it. You blocked it. You talked about your fish. She might not care, might not have anything to say about it. If you do want to talk about your fish, save it until you've fully explored the subject relating to her, which in this case is her love of dogs. Надо было про Can you собак tell her to сказать. just Ну stop ладно. talking so much. She's just talking all the time. Is she always like that? No, I'm joking. She doesn't really say Yeah. much. But she's Why? sweet. She seems very sweet. Yeah, she is. She's You're really sweet. nice. Thanks. Так, это же у нас спортсменка, да? Аня. Дотронуться под предлогом проверки ее мускул. Б. Спросить, с кем они себя видят через 5 лет. Б, конечно. А дотронуться нельзя, что ли? Это как домогательство. Да? Ладно. Listen, girls, I've got a great question. Where do you see yourselves in 5 years? Oh, that's like a boring interview question. Like a job interview, right? Yeah, I feel like I'm in Yeah. a job interview, Yeah, they not in normally a ask bar. that. They normally ask that. Okay, I've got a much better question. Let me think. Where do you see yourself in 7 years? Do you think that's Genius. the right place and time to talk about this, like the future? I guess not. Unless you want a job. Yeah. You want a job with me? No. Okay. Typical interview question, but as you see in an interaction with pretty girls, doesn't go. Это не работает. But you girls are in pretty good shape. Вот so так I think вот. you Значит, must надо do было more дотронуться. jogging. You do some sports.
Well, sometimes the place Просто walk, проверить мускулы. not Это as ж не often. домогательство вроде как. Okay, I play a little bit as well. Да. That's great. Я What даже не else? буду Anything else? комментировать. I used to play basketball when I was in college, Yeah? but yeah, it was a long time ago. That's cool as well. Yeah. You but watch the not NBA anymore. or you don't watch it? I used to, yeah, I was crazy about it, but I have my job now and I don't have plenty time, so I don't watch it anymore that Alright. often. Yeah. Провести тест клубничные поля или выпендриваться? Ну, выпендриваться точно не стоит. Тест я не знаю, что это за тест. Ну, пусть будет тест. Но в сравнении со вторым вариантом так точно. Ну, а что за клубничные поля? Не знаешь? Понятия не имею. Ну, это какой-то тест. Как тест на беременность, наверное. Girls, do you like psychology tests? Things like that. Yeah, I don't know. Yeah? Yeah, we can try. Well, who doesn't? Come on. I don't know. It's interesting. Of course Yeah. it is. Yeah. Have you done this one called Strawberry Field psychology test? No. Okay, Have try you? No. try this right now with me, both of you, okay? So maybe close your eyes, it will help. So close your eyes and you imagine you're walking in some beautiful place and then up ahead you see a field of strawberries. And tell me, there's a fence around it. How high is the fence? Just show me with your hands how high it is. Okay. Oh, okay, nice one. All right, that's enough. And then, yeah, you can put your hand down. And then the next thing, so you go in there and you want to eat some strawberries. How many strawberries do you eat? What's your answer? I will eat as many as I can. Okay. And yeah, how about you? Me too. Loads of strawberries. Yeah, Okay. strawberries. But then you've eaten all the strawberries, you're leaving, and then the farmer comes and he's like, "You ate all my strawberries." And then what do you say back to him? I would just say I'm sorry. What would you say? I'm hungry. Извините, второй, я была голодная, ну это жесть. Alright, you can open your eyes. Okay. Okay, so I'm going to tell you what it means, right? It's very interesting. So the first one, how high the fence is, that's your barrier to sex. Yeah? Like how open you are, because strawberries represent passion and stuff for a woman. Okay. So yours was kind of here, so it's like medium. Yours was really high, like a huge fence. So it means, you know, you're quite difficult to have sex with, basically. But anyway, you don't have to answer if that's true or not. But then the number of strawberries you eat is your sexual appetite. Okay. So some girls, maybe they say, "Oh, I always have like half a strawberry." And then she's like a girl that doesn't like sex. And then go have a few strawberries, but you, what did you say? You ate every strawberry in the world or something. Yeah, like Okay. all I wanted. Yeah. And then the final thing is what you say after sex. So when the farmer catches you. So what do you say? "I'm sorry." I'm sorry. I'm hungry. And you say, "I'm hungry." Yeah, you're hungry after sex, right? It's normal. Yes. Alright, That's perfect. so funny. Seems perfect to I'm me. sorry. I think that was dead on. Psychological test win. Whoa. Interesting. Now, if you can be bothered to learn this, it actually is another thing that works. Again, it's prepared, so it's not ideal. We don't want you to just learn a bunch of stuff and go out and repeat it. But if you do find yourself in a boring situation, you know, a date that's not going so well, talking to a girl and you think she's not that into you, why not have it ready? Мне же не показалось, да, когда мы неправильно отличаем, девушки одеваются. Saw online, right? Я что-то не What do you заметил. guys do? What about you, Anya? I have a fashion store. Oh yeah, selling clothes? Yeah. Nice. You? I don't work at the moment. Unemployed? Yeah. Yeah. Так. Поехали дальше. Вариант А. Посоветовать ей нанять подругу для производства одежды. Вариант Б. Сказать, что это здорово, что она не работает и что ты завидуешь. Вариант С. Попробовать свести ее с твоим другом Каримом. Каримом, который может быть ее покровителем. Ну, это типа как проституция уже какая-то считается, да? Ой, господи, сваха. По-моему, В. Вариант Б? Угу. Да, я тоже так думаю. Сказать, что это здорово,
что она не работает и что ты ей завидуешь, да? Да. Well, I'm sometimes unemployed, but it's by choice. So for you, like you're looking for something, or you're just Yes, I'm looking for something suitable for me, but what's your dream job? I want to open a flower shop. Oh, that's nice. Because when you said I don't do anything, I just thought you were at home painting nails and like getting some dude to, No. and you buy your own drinks and stuff. So yeah, that's all right. You're still independent. Yeah, trying to. This is a nice, just playful answer. Good one. You girls seem really nice, but do you have any bad habits? No. Drug abuse? No. Cigarettes? No. Alcohol? Got you. That's not a bad habit. Cheers. No, No, cheers. your liver's very happy. Причем они не курят, Alright. только не употребляют, ну бухают. В смысле бухают? Это просто бокал вина. Или вон шампанское, не знаю, что это. Ну, не зошница, это точно. Спросить у Ани подруги, хорошая ли Настя девушка. Вариант Б. Узнать, переспит ли она с тобой после пары коктейлей. Вариант С. Узнать, какая из девушек более распущенная. А. Мне кажется, все-таки А. Вариант А, да? Спросить у Ани. Ну, давай попробуем. Ну, от С. Почему С нет? Какая более распущенная? Они сейчас скажет одна распущенная моя подруга, другая скажет тоже распущенная моя подруга сильнее. Поругается, одна уйдет, а вторая останется с тобой. Не? Нет, так, конечно, не скажет. Или узнать, переспит ли она с тобой после пары коктейлей. Нет, первый вопрос предполагает именно то, что они действительно хорошие подруги. То есть, если одна увидит, что нравится этому парню вторая, то не будет стоять на пути, а наоборот как-то поможет, подтолкнет, расскажет. Ну, Но, конечно, если пытается как-то преградить дорогу таким отношениям, то грош цена такой дружбе. наверное. Что, пробуем? Пробуем. So Anya, I don't know why, but I trust you. You seem very honest. So tell me, is she a good girl? Yeah, she's a nice girl and very intelligent. Ah, Oh, thank you. she's nice. Yeah, that's sweet. Yeah, she's a good, Good friend. Right. Instead of directly saying, you know, I like you, a nice way to do it is to bring the friend in and ask questions about the girl you like. I've seen this work all over the world, and it's the right choice. Well, that's good that you were honest and told me that. Actually, I'm honest. Yeah. I want to tell you, she has a boyfriend. She has a boyfriend. Короче, крендель у нее есть. У Насти. Ладно. А, спросить, почему тогда она разговаривает с тобой. Б, спросить, собирается ли она за него замуж. Вариант С. Спросить, удовлетворяет ли он ее. Топ-ответ. Д. Сказать, что она должна быть устала от него и предложить секс с тобой 2 раза в неделю. Вариант Е. Сказать, что у девушки не может быть слишком много мужчин. Тоже глупо. Мне кажется, стоит спросить о серьезности этих отношений, то есть собирается ли она за него замуж. А, ну то есть с намеком, что, может быть, он пойдет погулять, да, я тут это займу его место. Нет, без всякого намека, просто нормально по-человечески. А вариант С. Спросит, удовлетворяет ли он ее. К чему? Ну, может, если он не удовлетворяет, зачем он ей нужен тогда? Ну, если он не хочет, чтобы она вылила ему в лицо бокал шампанского или что они там пьют. Ну, какие-то коктейли, да. Либо шампанское, либо винишко белое. Либо предложить ей секс 2 раза в неделю. Не, подожди, а почему не может быть вариант спросить, почему
Тогда она разговаривает с тобой. Хотя, ну а что, почему бы, если парень есть, что с другими парнями нельзя просто разговаривать, да? Можно, я думаю. Это звучит как ущемление. Почему она разговаривает с тобой? А что, если появляется парень с другими парнями, она разговаривать не может? Ну да. Давай вариант Б. You got a boyfriend? Oh, Yeah. how long you been together? For like a year. Oh, that's so sweet. So you're gonna get married? I don't think so. I don't Oh know. no, that's really bad. So В общем, why? них What's несерьезно. wrong with him? I don't know. We just have something. Yeah, problems, Yeah. unresolvable, interminable problems. But Yeah, I that's think okay. so. I'm sure you still have some nice things in your relationship. Yeah, of course. That's true. Excellent, because this allows you in a smooth way to find out how serious they are in the relationship. Ну да, выяснил, Because какие у них if серьезные they're или very, несерьезные. very serious, you Всё want to верно. back off. If they're not so serious, why not keep in touch with the girl, keep her around, and who knows, one day when she's single. Так, вариант А. Спросить, было бы ли он против вашего общения. Вариант Б. Уйти, потому что у нее есть парень. Ну, это точно нет. Тогда нахрена он с ней вот эти разговоры завязывал. Вариант С. Знаете, сможешь ли ты победить его в драке? Вот это интересно. Ну, скорее всего, да, вариант А. Угу. Well, look, I don't want to disrespect your dude, so would you mind us talking? No. Like if he was watching us right now? Может, он ревнивый там какой-то, да, He would be крендель, okay? не? Yeah. Yeah? If we took selfie and he saw it, it'd be okay? Yeah, I think so. Oh, that's cool. Yeah, he's kind of chilled, yeah? Yeah, yeah. Nice, that's good, right? Yeah. Not too jealous. This works psychologically because you're taking away her independence. You're saying, well, would he allow you to talk to me? Like, are you allowed to do that? So she's going to want to say, of course I'm allowed. I do what I like. And, our relationship's fine. We don't, I'm allowed to talk to other men. She's not going to want to say, actually, I'm not allowed. And, I shouldn't do it because he controls me and tells me exactly what to do. So it's the right option. Так. Да, после этой игры можно смело идти кадрить девушек. Так, вариант А. Узнать их планы на вечер, живут ли они вместе и т.д. Вариант Б. Узнать, целовались ли они, попросить их поцеловаться. Ну, типа лесбы? Все, нормальные варианты закончились. А больше нету. Я об этом и говорю. Ну, наверное, планы на вечер надо, да, узнать? Ну да. Или Из они двух уже под бокальчик поцелуются? Ладно, вариант А. Не, ну как бы две подружки пьяненькие, если уже они могут и того, да? Почудить. Даже если и того, то это не его ума дело. Ладно, поехали дальше. Did you make any plans for later? You can go carry on the No. night? No plans. Yeah. Планов How нет. about tomorrow? You don't need to wake up because you're you're not working at the moment. Yeah. And Yeah. do you need to open? Одна the shop работает, early in а the вторую он morning? хочет, You do? да, Okay, забрать, я cool. так понял. I don't really need to. Хороший трюк. So I can stay out, sleep Yeah, you can. We need to catch up some beauty sleep. in. I don't need it. Exactly. This is an important step. You're finding out important logistics that will tell you how easy it is going to be later in the evening to take one or both of the girls and do something with them. Попытаться получить номера двух девушек. Сказать Насте, что ты хотел бы пригласить ее куда-нибудь. Заручиться поддержкой ее подруги. С. Предложить потусоваться все вместе и попросить номер. Не, мне что-то С вариант не очень нравится. Пытаться получить номера двух девушек тоже. Мне кажется, вариант Б. Ну да, либо Б, либо С. Давай Б. Ну, то есть пригласить одну и все. Ну, и чтобы подруга это поддержала ее.
Well, listen, we should definitely meet again sometime. Hang on, but let me check with Anya first because she can say. What do you think? You think we would have a good time if we meet? And you trust me, right? You know I wouldn't like kill her or something. Yeah, maybe. Do you have plans on that? No, of course not. She trusts me. Look. All right, so put your number. Он спрашивает у Ани, стоит ли ему встречаться с Настей. Да, но это трюк такой, да. Cool. You have to remember that these girls are going to talk about you after you leave, and you want her friends to big you up, to say nice things about you, and a good way to do it is to bring her in all through the interaction. Трюк заключается в том, что понравится подруге ее, да, чтобы та все-таки ее тебя порекомендовала, ну, второй подруге. Поняла, да? Я-то поняла, но в реальной жизни такой трюк не сработает. Что, они за него грызться будут? Никто за него грызться не будет. Просто он прыгает через голову. Вместо того, чтобы нормально напрямую спросить, ты уже узнал, что у нее есть парень, но там нет серьезных каких-то отношений. Зачем прыгать через голову понравившейся тебе девушке? Ну, заручиться поддержкой подруги можно и по-другому. Вот мне интересно последний. Наверное, нельзя нажать? Да, нельзя. Нельзя нажать. You'll notice that in the interactions we want to balance validation, saying well done, making the girl feel good, with things that are teasy. Ну, я думаю, неплохо с ними побеседовали. Очень даже, но некоторые варианты ответов реально дурацкие. Не, ну я думаю, вот этой Насте можно будет позвонить, попробовать. Тем более у них с Кренделем отношения не очень там, несерьезные. This is perfect, it's something that is very safe to Так, tease ну поехали about. дальше. It's not their favorite thing. Так, это уже где-то на дискотеке происходит. Поехали. Вариант А. Начать разговор с собственным по то, что подарить младшей сестре. Этот вариант, наверное, не на дискотеке надо обсуждать. Вариант Б. Невербально привлечь ее внимание. С. Толкнуть ее бедром. Д. Тверк-атака. А что за тверк? Можешь мне объяснить? Это когда попой двигают. Это я понял. Ее просто пятится. Ну, типа прислониться сзади, спина к спине. Но это нет, это не тот вариант. Ну, я думаю, невербально привлечь ее внимание. Ну, смотря как. Учитывая, что раньше у него были проблемы с невербалкой, то сомневаюсь. Ну, точно, тут уже не про подарок на дискотеке. Тут не до подарков сейчас. Ну, давай, Б. In a noisy environment, you don't want to be too conversational, so starting by catching her attention non-verbally is the right choice. Хороший выбор. Быстро представиться и продолжить танцевать. Спросить,
хочет ли она выпить. С. Начать танцевальный баттл с ней. Спросить, с кем она здесь. Спросить, с кем она здесь. Или предложить выпить. Это же все-таки дискотека. Там все это. Для хорошего общения бокальчик другой принимают. Не? Ну, не знаю. Тогда смотри сам. Я думаю, чтобы начать общаться, нужно куда-то хоть отойти, потому что шумная эта обстановка. Общение не получится в шумной обстановке. Надо, значит, отойти куда-нибудь там в лаунж-зону и по коктейльчику треснуть. Если она вообще пьет. Ну, там же безалкогольные есть коктейли. Тоже, наверное, да? Ну, грубо говоря, угостить девушку коктейлем там безалкоголь. И все. Ну, тогда да. Хотя на дискотеке я вижу по их лицам, что они уже накачаны и там нормально. Hey, you want a drink? No, Come on, let's get a drink. I'm dancing. А, не хочет, Мишка. And don't ask her if she wants a drink that early. Wait until she likely would want a drink, and also when you know her better. Так, миссия не пройдена. Ну, тогда спросить, с кем она здесь, да? Твой вариант был. Попробуй. Who you here with? What? Who you here with? My friends. I've got friends too. Okay. This is too much conversation. Remember, you're on the dance floor, so if you ask too much, if you talk too much, if you require too long a response, too many questions, she can easily just say, ugh, and get rid of you. So be careful. Вариант не очень. Так. Вариант А. Танцевать близко к ней. Б. Уйти лунной походкой. Это как этот. Майкл Джексон. Да. Билли Джин, да? Лунная походка. Так. С. Спросить, что она любит делать в свободное время. Мне кажется, танцевать близко к ней. Если она сказала, что, ну, хочет танцевать, любит танцевать. Так и есть. Потому что, да, она... Зачем было спрашивать про друзей, если она танцует одна? If you're just dancing kind Никого of рядом near нет. her, then you know she could move away. So you want to escalate a little bit, get a little bit closer. Так, вариант А. Предложить принести ей напиток. Б. Знать, хочет ли она присесть, потому что она, возможно, устала танцевать на каблуках. И С. Попробовать поцеловать ее. А почему варианта Д нету? Взять ее за попу. И продолжить танцевать. Слава богу, что нет такого варианта. Но это как это, знаешь, ламбада. Ламбада же танцует. За попу друг друга, да, всех хватают. Тогда музыка соответствующая. Угу. мне кажется, Подойти к что диджею, заказать ламбаду, да, и это взять ее за зад. Ладно, такого варианта нету. Ну, тогда узнать, устала она или нет, да? Да, потому что форма заботы. You must be tired from those. Беспокойство. We should. It's so loud as well. Let's go and sit down over there. Yes, please. Да, видишь, устала. Девочка устала. This is another reason to get off of the dance floor. And if you notice, it's not so much И of как a раз question, увести it's её more of a отсюда. suggestion. So it's very easy to say yes to, and you're more likely to get her to agree and go with you. So you really like dancing, eh? I do. Yeah, very much. But you seem sober. It's strange. Why are you in the club and you
still seem sober. I can't dance as well if I drink too much. All right. Well, we started now, so. Yeah, now Be it's okay. okay. No, I'm not standing. And I think I saw you. Obviously, I saw you on the dance floor. But I think before, did I see you in the smoking area? Was that you? Yeah, probably. Курит еще. You don't like smoking. Так, про курение поехали. Сказать, что это плохая привычка, ее стоит бросить. Ну, навязывать не нужно сразу что-то. А то это сразу будет доминация каких-то отношений. Так, Б. Сказать, что это не проблема, даже если ты куришь. Вариант С. Сказать, что ты не любишь курить, но это ее выбор. Д. Ответить, что ты на кое-чем потяжелее. Нормально. Типа под ЛСД, да? Так, ЛСД это плохо. Точно нет. Мне кажется, С. Либо сказать, что это не проблема. Даже если ты не куришь. Это не Ну, проблема. как бы его никто не спрашивал, проблема это или нет. А так он просто выскажет свое мнение. А, ну ладно, да. Давай попробуем. Well, I don't smoke, but you know, it's your choice. But I do hope one day you would quit. I'm working on it. Мгм. Yeah? Хочет бросить. Yeah, I know. Alright, I I'll know help it's you. bad. I'll encourage you by reminding you constantly that it's. No, not really. I'll just encourage you not. to. Неплохо, Наденька. Thank you. That would be helpful. On one hand, you don't want to nag her, and on the other hand, you don't want to tell her it's great if you don't think it is. So this is the correct middle ground, and it's the right choice. Well done. And so you smoke, but do you have any other bad habits, or is that it? I think it's the only real bad one. I can be messy sometimes if that's a bad habit. I don't Ну, еще paint не my ряха. nails or anything. Compulsive gambler, or No, I don't know, not thief. yet. Like, what is it? What's the word for the people that have to steal things? Like there's a technical. Oh, I don't remember. You know there I is do. one though, right? Necro. It's like a- necro something. That's people that have sex with dead people. Check necrophilia. Actually. Некрофилия. No. that, And I I was don't thinking have that. narcolepsy, but that's the sleeping one. But there's definitely one for stealing stuff. There is. So, do you have any bad habits? Есть какие-то вредные привычки? Честный ответ. Б. У тебя их нет. Ну, не бывает идеальных людей, я думаю. С. Ты любишь причинять людям боль. Вот больно от этих ответов. Мне кажется, вариант А. Честный ответ. Да, и все. Да. И не париться. Well, I don't think I have anything too bad, but it depends what you think. So I don't know. Like sometimes I might smoke weed. Ой, видишь, еще он Haven't этот, tried, like, травокур. super hard drugs, but a couple drugs. And aside from Осуждаю. that, sometimes I can be really harsh with people, a little bit That's good impatient. honesty. Impatient. Okay. No, I'm sure I have some bad ones, but nothing super bad, and definitely nothing like a habit that really annoys people. Okay. It's good. Excellent. In this case, you want to have some honesty, and sometimes the honesty can be shocking, surprising, but it has an interesting effect on her attraction levels. They're likely to go up. So tell me, do you have any good habits or like healthy stuff you do? Yeah. I dance a lot. Yeah. I like to go hiking. I take my dog and we hike in the mountains a lot. Oh yeah. It's great. And let me see. Yoga? Do you have a I do dream of yoga. like climbing Everest or Kilimanjaro or something No, like this? it's too cold. Too cold. I like to be warm. But I have some friends that climb Kilimanjaro and they're just regular people. Like they started in the No. morning and they got to the top by sunset or They had help. nightfall. Yeah, of course, they're guys carrying everything, but I don't it think I seems would do like it. it's kind of easy. No, you would No? do it. I like to think I would, but if you put me there, I don't know. So you hike. What else do you do? Lots of sports. I tried climbing recently. Sometimes I play squash. Used to play tennis, but I guess now I just go to the gym a few times a week, and that's about it. You go to the gym. Really? Так. Вариант А. Сказать, что она тоже не выглядит, как будто ходит в тренажерный зал. Нет. Б. Спросить, о чем она вообще говорит. Ты постоянно ходишь в тренажерный зал. С. Ответить, что тебе и так слишком много внимания от девушек,
6 кубиков будет перебор. С. Ой, Д. Спросить, что ты можешь сделать, чтобы выглядеть более мужественно. Ну, Д сразу отпадает. С тоже. Просто А можно завуалировать как комплимент. В плане, что она не выглядит какой-то накачанной, а выглядит просто женственной. Да, кстати, Жен- да, вот это, кстати, хороший вариант. Ну, вот Вариант А. если бы он нормально это сказал, а не find с a какой-нибудь point on it, сейчас but- идиотской шуткой, No, было you бы don't look отлично. like you really do too much in the gym. But that's Really? okay. That's okay. You must have liked something about me. Of course. No, you look fantastic. But Да, just, видишь, you know, сразу some комплимент. people have that kind of gym look, and others the more like Like you. sitting kind of Yeah, like chilling you. look. Thank you. So we're perfect for each other. Then. Perhaps. Could be worse, but in these cases, you don't want to react too strongly. You don't want to Ну, get слава emotional. богу, You don't want нормально to get ответил. angry. You don't want to turn it back on her. You know, you want to roll with it in a cool way. So she's like, "Wow, this guy's confident." I'm trying to guess. I mean, when I look at you, I think you're kind of, I don't know, something to do with music. I don't know why I think that. But what did you study at university? I actually studied dance. Dance? I did. You studied? Говорит, I что did. танцовщица. I didn't know they had that. I know they have like ballet schools and stuff, but you can It's, study. there's music at the university too. It's an art school. But yes, Ah. dance, ballet, jazz, hip hop. Yeah, cool. Justin lot of Timberlake, things. Usher. Yes, Yeah? exactly like that. Like we were here. Nice one. And so that was university, but what's your job now? Are you something I a actually dancer own or a dance something? studio. Студия танцев у нее своя. Серьезно. Вариант А. Очевидно, она обучает стриптизу. Б. Построить связь на этом и сделать ей комплимент. С. Задать больше вопросов, чтобы собрать информацию. Ну вот либо С. Либо собирать информацию. Да, мне кажется, все-таки нужно чуть больше информации, а не надумывать там Dance что-то school. самому. So what types of dance do you have? You have like salsa, tango, Ну, No, it's углубиться. for little kids. So like ballet, beginners Ballet? ballet and jazz. and how long are the classes normally? They're about an hour every week. Yeah, Okay, and you teach them multiples. yourself, or it's I your do. school, right? No, yeah, I teach them myself. And other people teach sometimes, or it's No. We have I have an assistant who's just kind of there to help because there's so many okay. kids. How long have you had your school? About 2 years. That's good, and it's going well, yeah? Yeah, it's going very well. We do recitals. It's fun. How many people in a class normally, About children? 10. That's not bad, so quite Yeah. busy. It is busy. A couple classes a week, 2 or 3 classes a week. You could have been so much more interested in here. It's a very rich subject to talk about. There is a lot of passion and emotion attached to it, but you asked a couple of boring questions and it can easily die out now. I just noticed you got some tattoos. Oh. May I? Yeah. Так, про татухи пошла. Сделать вид, что там написано. Я люблю спать с несколькими мужчинами сразу. Б. Спросить, что за идея за ней стоит. С. Сказать, что ты не любишь татуировки. Ну, вариант С отпадает. Вариант А отпадает следом. Почему? Прикинь, ну, типа, там что-то непонятное написано, да? Ну, сейчас любят татуировки сделать, знаешь, на иероглифах. Иероглифы все набивают. И непонятно, что они значат. И так можно подколоть. Говорит, а что у тебя написано? Я люблю спать с несколькими мужчинами сразу. Там, по-моему, нет иероглифов. Нету? Да. Ну, ладно, тогда спросить, что за идея за ней стоит. Да? Ну, самый нормальный. Ну, про нескольких мужчин тоже классно. This is interesting. You've got like coordinates here. What's that? Is something special there? It is. I went to Iceland, and those are coordinates. Да, for my видишь, там favorite что-то waterfall непонятное. from the trip.
Oh, like the And, most beautiful place or something. Yes, and the mountain range is Asia. It was the first mountain range we drove through when we went. So very special. So the idea is that you had an amazing time and you just look at it and you... Yeah, it was the adventure of my life, so I wanted it forever. Nice, I get it. Cool. I was like, what's that? But it makes perfect sense. Yeah, it's strange. Cool. If someone has an interesting tattoo, there's usually a story behind it. They're going to be used to telling the story, but then by handling it in the right way, you'll still make them feel good and have a good moment of connection. So I think that's probably enough about me. What is it that you do? It's kind of strange, right? So I'm not like an accountant or whatever. So I make videos for YouTube, so I could say I'm like a YouTube professional. What sort of videos? What do you mean? Different videos, like in different subjects, giving advice типа about health and блогер. different things, and then it kind of makes money by the advertising, and you know when there's those annoying ads in YouTube. Yes. So basically, That's how you make the money, what's is the paying me, ads. like 1 cent each one or whatever, Okay. and it adds up. Interesting. Well, I did notice that you were very well groomed. Oh, thank you. I was hoping it didn't mean that you were into men. Угу. Говорит, что ты можешь любить мужчин. Не. Нет, у меня было много девушек. Вариант А. Б. Ответить. Ты раскрыла меня. Я супер-ультра-гей. В это время прикасаясь к ней. Так, С. Так ты гомофобка. Это не круто, но я не гей. Тоже что-то как-то оскорбительно. Д. Спросить у нее, что тебе надо изменить, чтобы выглядеть не как гей. Да вроде на этого не похож он. На заднеприводного. Е. Зло отреагирует, чтобы показать, что ты это не одобряешь и ты обижен. Но тогда выставить себя гомофобом. А у них же там типа толерантность. Вот как раз-таки именно на толерантности и надо выехать. Мне кажется, что С. Так. Ну, оскорбить ее нет. Получается. Это не оскорбление. Он же это спрашивает, а не кричит. Гомофобка. А, ну, в принципе, да. Или сказать, что у тебя много баб было. Тогда она развернется и оставит тебя с этими бабами наедине. Я понял. Ладно, тогда вариант С. Well, so what if I were? Like, are you homophobic or what? No, I just Come on. sitting here. I would just hope that you liked women. Well, so if there were two guys there kissing, you'd puke or what? No, absolutely not. But I just, want you to be into me. Прям первый мой вариант That's all был. right. So you're not homophobic. That's cool. No. So my no. gay friends are safe. You're not going to attack them or anything. They're safe. Вообще-то это можно было спросить нормально, а не так, как он. I'm not gay. I'm straight. Not that there's anything wrong with being gay. Right. She challenged you. You got a little bit reactive, a little bit angry. Not the best course of action. However, it ended okay in the end, so it's not the worst thing that you can do. But still, try next time to stay cool and roll with these challenges in a better way. You know when you date guys or meet guys, I assume you do sometimes, yeah? But is it usually in clubs? Because for me, it's definitely not. No, I try not to. It's not the best, right? No, it doesn't always seem like the most honest environment to meet someone. Yeah. Well, most people go into clubs, they're just looking for something that's not serious, right? That's the Right. general thing. Yeah, or to have fun with their friends Yeah. only. Yeah, so I try not to. But you know what? The good thing, we've met, right? Not long ago, but we're not too drunk. We've managed to find this quiet place for conversation. So it's maybe, we shouldn't categorize it as the usual awful club thing, right? Yep, that's safe. Хочешь добавить немного огня между вами? Так, интересно. Откинуть ее волосы назад, сказать, что у нее милые маленькие ушки. Б. Смотреть на ее рот, когда она говорит. С. Сказать, что она тебя заводит, и ты хочешь ее поцеловать. Д. Схватить ее за задницу. Наконец-то дождался. Такой вариант. Хороший вариант. Возможно, да, но
не подойдет он сюда. Но так хороший вариант. Ну, либо А, либо Б. Б. Ну, а почему комплименты про ушки не сделать? Ну, просто как минимум потому, что ему, мне кажется, не стоит прикасаться к его волосам, потому что они выглядят как парик. А вдруг это правда парик? Ну, получится неприятная ситуация. Но зато он сразу знает, что она лысая. У Ладно, нее могут быть нормальные волосы. ну да. Но может она правда лысая. Ладно, вариант Б. So I guess it's not too personal, right? But where did you meet your last boyfriend? Dance, the university. We were partners, so by default, I guess we got very close. Yeah. So we were partners, so it was just kind of natural, I guess. This is a great one to try. You know, you did it in the game. You can try it in real life as well. It works because you're bringing in that sexual element, but in a very smooth way. You know, it's not aggressive at all. It's kind of playful, but it works. So I actually didn't ask, but what did you study in school? Well, to be honest, I didn't go to university, but it's just because I didn't really like school when I was young. I was intelligent, but I was kind of bullied, and kids called me ugly and stuff. Really? Yeah, I have no pictures from that time. I hated how I looked, and everyone called me ugly, so it was just unhappy. But it's okay, I'm alright now. But You're very handsome now. Так, вариант А. Спасибо, у тебя красивые глаза. Б. Расскажи мне что-то, чего я не знаю. С. О нет, я нет, но ты на самом деле красивая. Самая красивая девушка, которую я видел. Д. Это очень мило с твоей стороны. Е. Ты еще не видела мои лучшие части. Но мне кажется, Д. Сказать это очень мило. Спасибо. Ну, блин, мне кажется, уже пора флиртовать с ней. То как-то до общения более близкого не дойдет. Мне кажется, вариант А. Ну, пробуй. oh, thank you. And I was going to say, you have really beautiful eyes. Thank you. You must hear that a lot, but it's true. Yeah, maybe, but thank you. It's nice. Not good, because she actually made the first move. She's given you a compliment. That's brilliant. You want to keep that dynamic going as long as possible, where you just say thank you and you stay polite, and she just keeps saying nice things about you, hoping that she's going to get your approval back. It makes her think about you when you're not together. It makes her work harder for you, show off, do all kinds of things. So you want to keep that dynamic, and you messed up. So yeah, let's have a drink. Cheers, by the way. Cheers. Nice to meet you. I know we haven't been talking for long, but to me, it's, Значит, твой вариант был it's going лучше. pretty well so far. So I'm happy I came and talked to you. Me too. Я же говорю, мне пора идти знакомиться с девушками. Пикапить их. Мгм. Будешь Наделина пикаперша. Да-да. М. Так, предложить пойти к тебе домой. Спросить, занималась ли она любовью в распределительном шкафу клуба. Нормально. Разрядить атмосферу, вернувшись к обсуждению повседневных вещей. Ну нет. Д. Спросить, встречается ли она с кем-нибудь. Да, мне кажется, Д. Да, вот Это переведет разговор в другое русло, и при этом он будет точно знать. да. Стоит ее забирать сегодня или нет, да? By the way, I appreciate you asked earlier, but are you seeing anyone Я, at в the принципе, moment, не or- думаю, что у Yeah, него we should have получится talked ее about that. забрать, но Yeah, это другой why? вопрос. Got
got something to tell me? No, I'm not seeing anyone. That's good. I am actually. I'm married. Really? No, I'm joking. No, Oh, I'm good. I'm single as well. It's Oh, cool. good. Okay, that's great. Yeah. I hope so. You didn't need to ask her that, did you? You know, much better to keep it unspoken and assume that if she's going with it, she likes you. If she's not, she doesn't, right? Так. Предложить уйти и поесть где-нибудь у тебя дома. Ну, короче, да, тут уже такой вопрос. Тащить ее куда-то надо. Б. Сказать, что ты знаешь место с музыкой получше и отличным вином. Твой дом. Ответишься домой. С. Спросить, хочет ли она уйти к тебе домой. Ну, так это слишком банально. Вот. Вариант Д. Предложить автор-пати у тебя дома. Твои друзья тоже будут, и она может пригласить своих. Да ну нафиг, если он хочет с ней что-то закрутить, точно там друзья не нужны. К тому же он не знает, может быть, у нее нет таких друзей, которых она бы смогла за собой потянуть. Ну да, это Мне кажется, да. типа вот это будет Да и не подходит. вечеринка в стиле гэнгбэнг. Да. Не, мне кажется, Д, естественно, не подходит, а вот Б очень неплохое. Да, типа приложить это, послушать музыку, такая интимную обстановку создать, и винишко накидаться, и там она будет уже готова, да? I don't know what you think about this place, but the music's kind of Yeah, it's whatever, not so good. and drinks not so good either. But Right. I know somewhere with really good music and nice drinks as well. Maybe not come with you tonight, but give you my number. See you again. Okay, cool. I'll probably get going soon anyway, but give you my phone. Put your number in there, and I don't know, meet in a few days or something. Yeah, that would be nice. You don't want to make the invitation to your house explicit, you want to make it implicit so that she can agree to it without feeling like a slut. Well done. Нормально. А не просто было сказать: «Во, результат, In a отличный noisy парень». environment, you don't want to be too conversational, so starting by catching her attention non-verbally is the right choice. This is too much conversation. Remember, you're on the dance floor, so if you ask too much, if you talk too much, if you require too long a response, too many questions, she can easily just say, ugh, and get rid of you. So be careful. И что, это очень хороший If you're результат. just dancing kind of near her, Думаю, then, да. you know, she could move away. So you want to escalate a little bit, get a little bit Обычный closer. парень. This is another reason to get off of the dance Ну, floor. пару And if промахов you там было. notice, it's not so much of a question, it's more of a suggestion. So it's very easy to say yes to, and you're more likely Ладно, пошли to дальше. get her to Следующий уровень. agree and go with you. On one hand, you Кафешка какая-то. Да. Спросить, занят ли стул, и подсесть к ней. Дерзко. Б. Остаться стоять и спросить, что она читает. С. Спросить, что подарить твоей подруге, присесть к ней за столик. Д. Обвинить ее в том, что она цепляет мужчин, прикрывая чтение. Глупее ничего не слышал. Е. Сказать, что ты читал эту книгу и что герой умирает в конце. Но это спойлерить тоже не надо, да? Конечно, иначе можно этой же книгой отхватить. Нет, книгой не отхватишь, но я думаю, общение на этом будет закончено. Я думаю, вариант Б. Просто узнать, что она читает, просто подойти и спросить. Все. Да, мне тоже так кажется. Hi. Hey, Hi. how's it going? Good. Cool. What are you reading there? Kafka. Kafka. This philosophy, right? There is some philosophy in it. Yeah. Nice. I always hear Kafka-esque. Yeah. What does that mean? I'm not even really sure. I think it has to do with philosophy. That's cool. Interesting. Anyway, nice choice of book. Thank you. My name's Richard, by the way. Brenna? Nice to meet you. Да, нормальные Not люди great, Франца not so Кафку не engaging, and читают. You're kind of looming over her.
Спросить, не против ли она, чтобы ты составил ей компанию на пару минут. Б. Спросить, чем она еще занимается, кроме чтения. Я думаю, Б также. Да, потому что на пару минут это звучит как-то странно. And what do you do apart from reading? Oh, I have a job. I work at a university. Oh, cool. Nice. Well, it's interesting. It's good to see, you know, girl reading because most people are on phones and stuff, so Yeah, that's cool. yeah. It's something people do. Yeah. Mm. I'm just here, you know, I thought I'd have a coffee and I saw you reading and so I said hi. I'm sorry to cut you off. I actually have to finish this for my class today. Oh, okay, I understand. Oh, don't worry about it. Well, it was very Собираем nice to meet you. информацию. Nice to meet you too. Девушка See you. Bye. любит читать See you. с длинными Bye. волосами. Bye. Okay, you blew it, but hopefully you'll get another chance. Не подошел этот вариант. Почему? Непонятно. То есть был вариант, не отвлекая, вроде как не отвлекая тебя, давай пообщаемся немножко. Нет, ну вообще он как-то странно себя ведет. Это можно было Слушай, бы Надя, вырулить там так, что она бы что-нибудь сама есть? предложила ему присесть. Cool. Ну, типа, мы разговариваем, почему ты стоишь? Присаживайся. So I'm Richard, by the way. I'm Brenna. Nice to meet you. Nice to meet you. It's very important to sit down when you're talking to someone that is sitting down. Otherwise, you're just standing there, looming over them, looking weird. So, well done for choosing that. It's the right option. Так, разузнать про нее. Использовать твои глубокие знания литературы для того, чтобы произвести впечатление. Це сказать, что у нее красивые волосы, пригласить ее к себе. Но это рано. Это явно рано. Спросить, часто она бывает здесь. Вот тоже интересный вариант. Ну, либо Б, либо Д. Разузнать про нее пока тоже, наверное, рано. Либо просто ее как-то удивить, что ты такой начитанный чувак, и ты много чего знаешь. Ну, во-первых, не факт, что ей интересна, в принципе, литература, которую он знает, потому что все-таки Кафка это больше по философии, ну, в некотором роде. Мне кажется, все-таки лучше про нее разузнать. Варианта? Угу. Сначала про нее узнать, потом уже своими кичиться достижениями. А не рано ли это? Знакомство заводить? Так это и есть. Это первый этап знакомства. Да. Но Она рассказывает просто о себе. спросить, часто ли она бывает тут. Это вот такой же Но к чему? издали вопрос такой. Ну, нравится тут, не нравится и все такое. Давай, ладно, попробуем вариант А. And you normally read philosophy? No. I mean, I think, well, in every book there's a little philosophy. I'm not a huge Kafka fan. I was just in Prague recently. He's from Czech Republic. Oh, that's Yeah, that's interesting. where his house is. I didn't know actually. Yeah. Well, if you go, they'll talk about Kafka. So Nice. And what else do you like to read? Do you like I generally read fiction, non-fiction? fiction and like 20th century American lit, Кто читать любит? Okay. Who's that? Mark Twain or something? like Salinger, or maybe I just recently read a novella called A Day No Pigs Would Die. It's A really Day nice. No Pigs Would Die. Yeah. That's like when everyone's vegetarian or Muslim. Well, I won't spoil it, but you're on the right track. Oh yeah, nice one. Yeah. What do you Cool. read? I read a lot of different stuff. So I like business, biography, psychology, philosophy too, and I like old English classics and Russian classics. Russian classics, such as Tolstoy, Dostoevsky, You all, like all the Tolstoy? usual stuff. Yeah, I think he's a great writer. And obviously in translation maybe it's different, but yeah. it's still very cool. What about Bulgakov? Yeah, Master Margarita and Like stuff. Bulgakov? Yeah, cool. Yeah, I like Russian lit. Nice one. That's good. We have something in common already. Yeah, I guess so. We do.
Correct. It's important to always focus the Наденька, conversation on the girl ты as much as гений. possible, because then it's just going to be more interesting for her. So, how are you able to be free in the middle of the morning on a Thursday? Well, I do have a job, but it's kind of from the laptop, from home, or from anywhere. But it's like internet stuff, and with America, so in Europe, I need to wait until they wake up and whatever. So Right. I'm kind of free, and Yeah. then can be working at home, lying in bed, lying on the balcony, generally lying down, working. That's So nice. that's cool. And how about you? How come you're not at work now? Well, I work at the university, so I have kind of an unusual schedule. I have some free time during the day, and I work in the evenings. Nice. Короче, училка. Так. Предположить, что она преподает половое воспитание. Да. Ну, почему бы нет? Она не может преподавать половое воспитание? Вроде может. Б. Сказать, что не учился в университете и что это пустая трата времени. С. Узнать, любит она свою работу или просто ради денег. Вот, скорее всего, С. Конечно. Учитывая, насколько она разбирается в литературе, вряд ли там речь идет о половом воспитании. Ну да. So you teach at the university? That's interesting. Yeah. And tell me, do you actually like what you do, or you do it just for money? No, I really do like what I do. Great. You feel like you're making a difference in people's lives and all of this? Yeah, I actually do. I feel like what I do is important, and that the information I convey will be valuable to these people and to my students. That could be true, because I still remember my teachers from primary school and in secondary school. I don't know if you're the same, but did you like the subjects most where the teachers were good? And then later, maybe you weren't even interested in that subject. So a good teacher can just change the whole course of someone's life. Absolutely. And like looking back and thinking, what years of school are your favorite? It's like, well, whatever year you had the good teachers, because what you learn is kind of irrelevant. And you're a good teacher? They like I you? think so. I hope so. That's I cool. try. No, I like it, to be honest, because it's very rare. You know, most people just do their job for money, and then they come and moan about it and they hate it. So it's good to meet someone like you who actually enjoys what they do and is making a difference. Thanks. This is a nice thing that you can ask anyone, so well done for picking this. It's the right option, and it can always lead to an interesting conversation. Whether she's into her job, she can tell you why, or she's not, and she can tell you something else that she's passionate about. And what's your subject? What do you teach? American culture. Huh, what does that entail? So kind of quite a few different themes. For example, we kind of started with an overview of American values, which was really interesting. Like freedom and stuff, yeah? Things like that, and even more so, for example, an interesting one is how Americans relate to the future. Like it's something we feel like we can control in some sense. And Like Back to the Future, the movie. I don't know what you mean. Okay, but Americans think that they control their own destiny, Yeah. kind of, yeah? Так. Спросить, что именно это означает. Предположить, что это про изобретение пончиков и гамбургеров. Бросить ей вызов, заставить объяснить, почему это важно. С. Похвалить ее работу. Ну, это юморнуть, наверное, да? Вариант А. Про американские ценности. Бросьте вызов, объяснить. Ну, наверное, похвалить ее работу надо, да? Только такой вариант. Похвалить работу. In American culture, what's that? It's like George Steinbeck, Edgar Allan Poe, and all that stuff? Or? Sure, that's part of it. Yeah, I think my focus is more on what we could call contemporary culture. Britney Spears, Sure, Kanye. sure, that is all Yeah? relevant. Yeah. Oh, wow.
So it must be really interesting for the students. They're not learning about things thousands of years ago. Yeah, I think so. And just kind of seeing how the Kanyes and the Kardashians, how their influence reverberates through American society and how that affects how Americans think. And why is it useful for the students? Because a lot of these students aren't going to stay in their home country, and at some point they'll be interacting they'll either be in the United States or just interacting with Americans, and to have some perspective on their psychology or their ideology, whatever it is. I guess it's useful. important, right? Because American culture is pervasive, you know, it's kind of It could be everywhere. said, yes. And seems to lead the world. I know that in England we're always like a few years behind America with all the trends and everything, and it all follows, and then Europe a little bit later. But no, it's pretty cool then. And more than that, it must be really interesting for the kids. Yeah, I think so. Cool. When someone has something that they actually care about in their life, you don't want to tease them about it or denigrate it. So it's good to give them some validation поддержать on хобби. something like this, you know, the job that she's obviously passionate Работу. about. I really enjoy my job, but there is this one little thing that's very frustrating for me. I've got this problem where I can't print all the copies that I need. And Тут подруга my такая ничего students all прошла. have their own copy to take home, but then I have to go to the printer like every day, and it gets kind of expensive. So what do you think I should do? Так. Это уже интересней. Сказать, что это должно быть очень раздражает, и что и следует попросить увеличить бюджет на печать. Б. Сказать, что она может игнорировать коллег, которые ей не нравятся. С. Ответить размыто и неопределенно, потому что ты не слушал. Д. Быть честным, сказать, что ты отвлекся на девушку. Ну, это совсем не вариант. Так, ну, скорее всего, игнорируй коллег. Либо, что раздражает, и следует попросить увеличить бюджет на печать. Наверное, А. Well, that's bad. So I guess you don't have enough like papers for the students and stuff, yeah? Yeah, that's part of it. I guess you can ask for more allowance or get them to share, but yeah, it's annoying. Well done, you weren't distracted by the sexy chick that walked by, and that's something that, you know, you can use out there. Well done for paying attention and getting the right response. So you got your teaching thing, and what else is important in your life? What else do you love to do? I really love dogs, and I love to travel. Travel? Yeah. That's cool. Do you travel a lot? I've traveled quite a bit these last couple of years, especially. Nice. And where's some places you've been? In Europe, I've been in Prague, Russia, Ukraine, Poland, Lithuania. Любит Latvia. путешествовать. Nice. All of Eastern Europe and kind of Yeah. former USSR, yeah? Yes. Nice. And tell me, what's the absolute best place you've seen? Like, if people who have never traveled anywhere say, where's the best place that I should see? Where is it? I would actually say that you should go to the United States and go see the Grand Canyon. It's amazing. I can't do it justice with words, but it's wonderful. Okay. Рассказать про свою поездку в Большой каньон. Б. Сказать, что ты никогда не был, но хотел бы побывать. С. Сказать, что там скучно и даже нет Wi-Fi. Д. Уточнить, что именно ей понравилось. Е. Сказать, что твое самое крупное путешествие – это поездка в Таиланд. Рассказать детали твоего сексуального туризма там. Наверное, рассказать про Большой каньон, про свою поездку. I actually went to the Grand Canyon a few years ago. Yeah? Drove in the car from LA, and I think they have a limited number of people they let in, which is quite good. You know, it's not like full of hotels and Burger Kings and stuff, right? Yeah, It's well, quite protected. There's quite a few. Yeah, it's a national park,
so it's very protected. And we went before sunset, saw the sunrise, stayed there all day, watched the sunset, stayed overnight, and then went back. So it was, yeah, very, very beautiful. I'd like to go back. Yeah. This is okay because it's kind of connected to the subject, but it's not the best answer because you're talking about yourself and your own experiences, and it would be more interesting to her. There'd be better connection if you kept it focused on her. Нашли общую Should I тему. say that? No. Oh. I've run out of things to say. Удерживать зрительный контакт, пока она не заговорит. Прервать зрительный контакт, рассматривать интерьер. В кафе и думать, что сказать. С. Сказать, что ты не любишь неловкое молчание. Ну, наверное, да. You know, I hate awkward silences, but the good thing is that's only because we don't know each other too well, so won't have any when we're great friends, right? Yeah, hopefully. This is not an absolute rule, but in most cases it's correct, so well done. Tell me some things Выкрутился. you like to do for fun. Well, as long as I can remember, I've always loved playing volleyball, so that's something okay. I try to do whenever I can. Nice. I played it at school. They had Yeah. it in my school, but since then I didn't. But they play. I go to Barcelona a lot, and they play on the beach. Do you play beach volleyball? I will, yeah. Oh, very in a nice. pinch. Are you very good? Yeah. You can do that where you jump and smash sure. it down. Cool. Yeah. That's nice. It's harder on the beach because the nets are higher, but yeah. Very cool. Yeah, it's a cool hobby. And anything else you do? Yeah, probably the thing I do the most is study Russian for hobbies. Изучать русский. Сказать, что это глупо, что Путин злой и русские просто пьющие водку идиоты. Нет. Сделать комплимент тому, что она выбрала сложный для изучения язык. Да, ну язык-то русский сложный. С. Сказать, что в школе языки давались тебе тяжело. И Д. Выпендриться, рассказав про языки, на которых ты говоришь. Ну, не, выпендриваться не нужно. Сделать комплимент, что она выбрала сложный язык для изучения. Russian? Yeah. Ah, you know, I meet loads of people that speak, French, English, obviously Spanish, German, but Russian, it's really rare to meet someone who speaks Russian. It's Yeah. pretty cool. How come you chose that? I don't really have a good reason. When I was in high school, I had the opportunity to do a study abroad, and my choices were France and Russia, and I didn't want to go to France, so I went to Russia, and then I just never quit. Наденька пропала. Скорее Actually, всего, like that you у chose них something выключили tough, электричество that you stuck with it, и and, пропал you know, интернет. like I said, most people take the easy options all the time, so it's interesting and cool that you did that. Thank you. Nice one. You know, when a girl has something that is a real talent, something that she should be proud of, something she's worked hard on, that's the kind of thing you don't want to tease her too much on. So, you know, say well done, say you respect that, and say why, and then go deeper into it because, you know, you need to find out why she would do that, why she was interested, what would make her spend the time on it. And it's going to lead to interesting conversation, make her feel good as well. I noticed you have an accent. Do you mind if I ask where you're from? England, actually. Whereabouts? Was born in London, but actually, you know what? When I was young, I lived in South London, and they have a strong accent there. It's like South London and things like this. But because I travelled a lot and I moved, I've lost most of my accent. But do I still sound British to you? Yes, very much. That's good. Тебе нравится британский акцент, не правда ли? Рассказать, как девушки сходят с ума по твоему британскому акценту, и что тебе везде обламывается. С. Поговорить про то, как иностранцы воспринимают англичан, и спросить, как реагируют на нее и как на американку. Про нее больше спрашивать. Ну, уверен, С. So you like the English accent? Yeah. Yeah, most people like it. They say it's Pleasant. kind of sexy, but maybe that's just when I speak it. But it's quite
quite interesting actually being English, because in some places like America we have a very good reputation, and then some places like Spain where all the English people go and kind of party and like the hooligans go drinking and stuff. Their reputation's quite bad. But how do you find it being an American and traveling? It depends on where you're at, but I guess generally people have kind of negative stereotypes about the United States and Americans, but I don't know. It seems that a lot of people are willing to take you and judge you individually and not. That's good, put right? on a bunch There's of. Oh yeah. We're lucky. We don't have any real racism or anything really bad against us almost anywhere we go, right? Yeah, that's true. This is the right choice, and it's always interesting to talk about cultural differences so it can lead to some nice conversation. Так. Вариант А. Сказать, что она тебе нравится и что ты хотел бы встретиться еще, попросить номер телефона. Б. Сказать, что она необычайно красивая, что ты хотел бы пригласить ее на свидание. Ну, так сразу. Ну, наверное. Так, С. Спросить, что она любит делать в свободное время. Ну, наверное, да, надо узнать сначала ее хобби, там, чем он занимается, а потом уже куда-то приглашать. What do you like to do in, I don't know, for fun, like in the evening? Because you study Russian and whatever, but do you drink, dance, anything else? All of the above, yeah. Yeah? At the same time? When the mood strikes, yeah. Very cool. Yeah, I like going out sometimes, cocktail bars, different bars. Do you smoke shisha? Hookah. Yeah, hookah you call it in America, right? Yeah, I have from time to time. I'm not a huge fan, but I quite like it. They say it's really unhealthy, but it I think seems unhealthy. once a month. But you don't cough after it, so therefore... I don't It's know. healthy? Yeah, so we need to do it sometime, like shisha, hookah, cocktails, and then dancing. Oh, maybe. When you want to transition to seeing someone again, it's very good to build up a picture of the kind of things that they do, the way they spend their time, because you might find a mutual connection. You find that you share some activities, or that you do some things that she wants to do, she does some things that you'd like to try, and then it makes it very easy to then go on and suggest the date from there and take the number. And do you have any other outdoor, like, active stuff you like to do? You Yeah. said volleyball, but anything else? Yeah, I grew up in the country, so I really enjoy a lot of nature activities. I like hiking and I love fishing. Fishing? Fishing, yeah. A girl who likes fishing? It happens. Yeah, Wow. we exist. That's interesting. I've never done fishing, but I love the outside as well, you know, walking in parks or hiking if you've got somewhere like that. How about bicycle? I like that too. Yeah. Well, that's something else we could do one day, like take some bicycles, ride out somewhere. Yeah. В общем, какие-то активности любит она еще. А. Узнать ее планы на неделю. Б. Дотронуться до ее лица. Нет. Сразу нет. С. Спросить, какой тип мужчины ее привлекает. Д. Провести психологический тест КУБ. Это я не знаю. Это даже не буду выбрать вариант. Наверное, узнать план на неделю. And are you busy this week? Like, what are your plans for the next few days? I'm pretty busy. I have my friend is having a party tomorrow, and then this weekend I'm gonna take a train up to. Он поедет в Вильнюс, в Литву. So, pretty busy. You have free time, no? Maybe. Which Maybe day? on Sunday. Sunday, yeah? Cool. I might be free on Sunday as well. Okay. That's exactly right. Now think about this. Have you ever texted a girl saying, hey, can you meet tomorrow? She's like, I'm not in town. And you say, okay. And then text her in a few days. Hey, can you meet tonight? Are you around? Sorry, I've already got plans. Well, to avoid this kind of dumb situation when you end up not seeing her again, why not find out at the time of meeting her what her plans are for the coming week? It's very easy to find out in person and saves the need for sending loads of dumb text messages that get you rejected. So it's the correct choice. Так. Следующий шаг. Предложить встретиться на коктейль. Сказать, что у тебя есть пара минут, и пригласить ее заняться любовью в туалете. Прям сразу. Нет. С. Предложить как-нибудь прогуляться на природе, взять ее номер. Д.
Взять ее номер и пообещать, что будешь на связи. Мне кажется, приложить на природе, она же вроде как активная, из деревни. So you like hiking and outdoor stuff, and the weather's pretty good at the moment. So one day we could take a little trip, or I don't know, meet in the evening. Anyway, lots of stuff. We've got lots of stuff we could do together. So why don't you give me your number and we'll arrange something. Thanks. Exactly right. It flows very smoothly to Conflict. find something that you both like and then suggest doing that as the reason to see each other again. It's way better than just saying, hey, give me your number, or hey, let's go for dinner tomorrow. Попрощаться, быть милым и сказать, как приятно было познакомиться. Довольно холодно попрощаться и сказать до встречи. Точно нет? Це долго пожимать ее руку. Да, прощальное объятие, потом попытаться поцеловать. Нет. Сейчас контакта пока не было. Пока не нужен контакт. Тем более идти гулять на улице, где-то там на природу идти. Ну, прощаться, быть милым, да. Well, look, I should be heading off, but it was great meeting you. Really cool. Really happy to meet you, and yeah, see you. Bye. Bye. Oops, you got right to the end, but this is a little bit too much. Being warm at this point, totally unnecessary, and if anything, makes you look like a little bit of a wussy and might make her change her mind about seeing you again. Результат Казанова. This is not great, not so engaging, and you're kind of looming over her. Не дожал ее. Правильный It's very выбор. important to sit down when you're talking to 78,5%. someone sitting down. Otherwise, you're just standing there, looming over them, looking weird. So, Ну, well надо done, было, choosing да, that. It's все-таки the right как-то option. контакт установить, дотронуться. Не знаю. Correct. It's important to always focus the conversation on the girl as much as possible, because then it's just going to be more interesting for her. This is a nice thing that you can ask anyone, so well done for picking this. It's the right option, and it can always lead to an interesting conversation, whether she's into a Так, ну, job, she can tell Надежду, you why, or she's not, and she can tell скорее you всего, something else выключили that she's passionate about. интернет или электричество. When someone has something that they actually care Я думаю, about in продолжение life, you don't стрима want to tease будет them завтра about или it or послезавтра. denigrate it. So it's good to give them some validation on something like this, the Ставим job that she's пальцы obviously вверх, passionate подписываемся на about. канал. Дальше будет больше Well done, активности. you weren't distracted by the sexy chick that walked by, and that's something that you can use out there. Well done for paying attention and getting the right response. This is okay because it's kind of connected to the subject, but it's not the best answer because you're talking about yourself and your own experiences. То есть можно And it would be будет more продолжить с interesting этого to места. her. There'd be Покедова. better connection if you kept it focused on her. This is not an absolute rule, but in most cases it's correct, so well done.